Доброго времени суток, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Я рада снова встретиться с вами. Благодарю вас за подписку, за просмотры, за комментарии, за ваше участие в создании моего канала. Сегодня мы будем готовить две нереально вкусные вещи. Для этого нам понадобится мука, тесто дрожжевое, которое я буду замешивать обычным способом. Для этого мне понадобится мука, соль, растительное масло, дрожжи, теплая вода, наполовину перемешанная с молоком. Ну и все. Вот тесто я сейчас замешу, а потом примусь за начинку. Добавляю соль, добавляю дрожжи. Все это хорошо перемешиваю. Добавлю чуток сахара. Так, все хорошо перемешиваю и начинаю добавлять муку. Пока это возможно, я буду мешать с венчиком это все, а потом уже буду руками замешивать. Муку я заранее просеяла, насытила кислородом, чтобы тесто, во-первых, у нас было пышным, хорошо поднялось оно у нас. Теперь я буду дальше замешивать это рукой. Добавляю остаток муки и начинаю замешивать тесто. Тесто буду делать мягкое, не сильно тугое. Вот. И теперь я добавляю масло растительное, буквально 2 столовых ложечки. Все, я замешиваю тесто. Вот, я замешиваю тесто. Хорошо его переминаю. Таким образом я его пугаю, и оно у меня всегда хорошо поднимается. Вот. Так. Чуть-чуть присыплю посуду нашу мукой. Вот. И вот такое не сильно тугое тесто у нас получилось. Я его сейчас накрою пленочкой. Вот, и оставлю на минут 40 подниматься. А потом мы уже приступим к выпечке. Вот. Пусть стоит, поднимается. А мы будем заниматься пока своими делами. Пока наше тесто поднимается, я буду готовить начинку. Для этого взяла грудку одной курицы, филешку. Буду нарезать не сильно мелкими кусочками. Вот таким образом. Лук мне понадобится. Сюда можно добавить картошку, сюда можно добавить капусту.
что угодно, что душе угодно. Вот. Все это вот так покрошу и буду обжаривать. Теперь я буду крошить лук. Вот я взяла лук мелкий для того, чтобы вот эти прослоечки потоньше. И когда его обжаришь, он не будет сильно заметен. В общем, вот так. Все, я приготовила все для начала. Сейчас я это буду все обжаривать. Вот я предварительно разогрела сковородку. Добавляю буквально чуток масла, 2-3 столовых ложечки. Потому что нам не нужно, чтобы оно было сильно жирное. Добавляю, кладу грудку и начинаю все это обжаривать. Пока мое мясо обжаривается, шкварчит, я покрошу зелень. Теперь мы добавляем лук. Приправы можно добавлять любые, какие вы любите. Кориандр, корицу, имбирь, куркуму. Я добавляю минимум всего соль. И паприку. Все. Это все, что я добавляю. Все, оставляем на медленном огне, чуть-чуть потушиться. Под конец мы добавим зелень перед готовностью окончательно. Так. Вот тесто мое поднялось. Я смажу руки своим маслом, чтобы оно не прилипало. Вот оно у меня получилось. Вы видите, какое тесто воздушное. Вот. Я его разделю на две части. Одну часть я возьму поменьше, а вторую часть пока отложу. Я объясню вам, что я буду делать. Эту маленькую часть я делю еще на две части. Формирую шарики. Вот. И буду сейчас их раскатывать в круг. Тонкий круг, ну не совсем тонкий, ну, относительно тонкий. Вот, буду раскатывать. Вот, раскатала. И тоже одну половину я смажу маслом растительным. И накрою второй половиной. Вот. Вот таким образом. Придавливать ничего не нужно. Все, вот. Вот они у нас получились, вот такой формы. Теперь я их смажу желтком. Я желток перемешала с молоком. И вот так красиво смажу, чтобы у нас была красивая такая глянцевая поверхность, чтобы она блестела. Вот. На один из них я вот приготовила чуть-чуть сыра, я посыплю сыр.
Вот так. Один у меня будет без сыра. Предварительно разогретую духовку я поставлю его, это произведение искусства, на минут 15-20. И буду выпекать. А пока я займусь второй частью теста. А из второй части я буду делать мясные багеты. Для этого я беру тесто и буду разминать его, придавать ему форму этого прямоугольника. Смочу свою скалочку, чтобы легко каталась. Вот таким образом я раскатаю прямоугольничек. Вот. Я его катаю маленьким, можно катать подлиннее. У кого какая духовка. У меня духовка маленькая, я еще не обзавелась большой духовкой, поэтому вот. Вот. Теперь я свою начинку буду вот так складывать. Видите, какая красивая начинка у меня получилась. Ну и, конечно, вкус у нее хороший. Положила начинку. До края не докладываем, потому что мы край будем защемлять. Вот. И теперь я вот эту сторону чуть-чуть оттягиваю и вот так накрываю свою начинку. Вот. Я накрыла свою начинку, и вот эти концы я вот так чуть-чуть надрезала. Вот. Вам видно или не видно? Вот таким образом. Вот. Надрезаю и накрываю свой багет. Вот таким образом. Края я вот так аккуратненько защемляю. Вот. Вот что у меня получилось. Смазываю яйцом хорошенько. Яйцо я всегда мешаю с молоком, чтобы такая пленка не образовывалась, а только придала красивый вид. Вот. Аккуратненько я все вот это красиво смазываю и ставлю на расстойку на минут 10. Вторую часть такого же этого же теста я буду точно так же формировать в багет. Вот. И буду ставить потом в духовку. Вот я его переложил. Вот она. Вот оно у меня получился. Вот. Сейчас я буду делать второй такой же и уже буду ставить на расстойку. Вот я ставила на расстойку на 10 минут. Вот такие они у меня получились. Я ставлю заранее разогретую духовку до 180 градусов. Буквально на минут 20-25. Теперь, когда мои вот эти лепешечки остыли, пропеклись, видите, какие они мягкие. Вот. Я кладу сюда помидорки. Вот. Кладу сюда начиночку. И капуста айсберг, наша любимая капустка. Поэтому я ее вот так складываю.
По желанию можно полить кетчупом, полить майонезом, но мы этого не делаем, потому что они и без этого такие вкусные получаются. Вот так накрываю и вот так кушаю. Вот такая красота у меня получилась. Вот. Видите, как начинка. Это у меня с сыром, это у меня без сыра. Рядом буду ставить майонез с кетчуп. Кто желает, поливать будет майонезом кетчупом. Вот что у нас получилось. На вид красиво, на вкус сейчас будем пробовать. Вот. Смотрите, какие мягенькие. Вот. Тесто воздушное. И сейчас я его порежу, покажу вам, какой он у меня. Ой! Вот. Видите? Вот. Слышите, да? Он прям шкварчит внутри. Сок. Вот. Вот. Воздушный есть. Вот. Я думаю, что получилось вкусно.